Привет, это Радио Вашингтон, меня зовут Алексей Горбачев. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?» И вот его главные темы. Россия отомстит Украине после атаки на аэродромы, заявил Трамп после переговоров с Кремлем. Путин официально отказался от прямого участия в переговорах и перемирия. В Вашингтоне все чаще говорят о возможности ужесточения санкций в отношении России. О чем это свидетельствует? В результате российской агрессии были убиты свыше 600 украинских детей. Начнем с обстрелов. Подробности в аналитической справке «Радио Вашингтон». В ночь на среду российские войска нанесли массированный комбинированный удар по территории Украины с применением 95 беспилотников. Пострадали Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области. В Сумской области от удара РСЗО в городе Сумы погибли 5 человек, включая 86-летнюю женщину. Пострадали 28 гражданских, среди них 3 детей. Один ребенок госпитализирован в Ахмадет. Повреждена гражданская инфраструктура. В Харьковской области погибли 2, 31-летний мужчина и 53-летняя женщина. Еще 5 пострадали. Удары пришлись как по Харькову, так и по 11 населенным пунктам. В Никополе в результате атаки российского дрона погибла 45-летняя женщина, еще 3 пострадали, включая 83-летнюю жительницу Марганца. Повреждены дома, автомобили, магазин, газопровод и линии электропередач. В Одесской области 1 человек ранен, 9 обратились за психологической помощью. Под удар попал учебный полигон в Полтавской области, где размещались подразделения ВСУ. Пострадали военнослужащие, но, как сообщили в украинском командовании, благодаря превентивным мерам, рассредоточению личного состава и укрытиям удалось избежать гибели. Начата служебная проверка. Кроме того, в ночь на 4 июня украинские силы нанесли удар по Крымскому мосту. По данным российских источников, движение временно останавливалось. Украина официально не комментировала удар. Служба безопасности Украины опубликовала новые данные спецоперации под названием «Паутина», в результате которой были нанесены удары по российской стратегической авиации на глубоко расположенных аэродромах Оленья, Мурманская область, Иваново, Дягилево, Рязань и Белая, Ивановская область. ВСУ утверждают об уничтожении или серьезном повреждении 41 единицы авиации, включая самолеты дальнего радиуса действия Ту-95, Ту-22М, А-50, Ил-78, Ан-12 и Ту-16. Некоторые беспилотники использовали навигацию с искусственным интеллектом и выполняли миссию в автономном режиме при потере сигнала. С подробностями корреспондент Радио Вашингтон Евгений Маслов. Спутниковые снимки российских авиабаз, сделанные после того, как Украина провела атаку с помощью беспилотников в глубине России в выходные, подтверждают данные СБУ об уничтожении авиационной техники и серьезных повреждениях аэродромов. Украина атаковала 5 авиабаз на территории России, используя 117 беспилотных летательных аппаратов. Удары по 5 авиабазам подтвердило и Министерство обороны России. Спутниковые снимки, попавшие в мировые СМИ, сегодня комментируют эксперты BBC и агентства Рейтер. На спутниковых снимках российской авиабазы «Белая» в Иркутской области отчетливо видны результаты налета украинских дронов. Аэродром был атакован 1 июня. Судя по свежим фотоснимкам, на авиабазе «Белая» были уничтожены 3 стратегических бомбардировщика Ту-95. На снимках также видны 4 уничтоженных самолета, вероятно, дальние бомбардировщики Ту-22М3, как отмечают эксперты BBC. Судя по данным спутников, на авиабазе «Оленья» в Мурманской области тоже были уничтожены самолеты. На авиабазе постоянно дислоцируются бомбардировщики Ту-22М3. До атаки на «Оленью», по данным BBC, появились неподтвержденные сообщения о переброске туда самолетов стратегической авиации с другой авиабазы «Энгельс-2» в Саратовской области. Саратовский аэродром уже несколько раз становился объектом атаки украинских беспилотников. В воскресенье в интернете появились видеозаписи, сделанные камерами ударных дронов, атакующих бомбардировщики Ту-95. Аналитический канал Ocean Technical опубликовал эти записи, назвав их ударами по авиабазе «Оленья». Другой канал «Авивектор», специализирующийся на анализе спутниковых снимков аэродромов,
Иванов подтвердил, что на видео один из самолетов, расположенных на авиабазе «Оленя». Судя по видеозаписи, на аэродроме сгорели 4 самолета – 3 Ту-95МС и 1 Ан-12. По мнению аналитиков Ocean Technical, сгоревших Ту-95МС было 4. Служба безопасности Украины взяла на себя ответственность за операцию «Паутина» и заявила, что в общей сложности были повреждены более 40 российских военных самолетов. BBC пишет об 11 подтвержденных самолетах. СБУ утверждает к тому же, что операцию «Паутина» готовила более 1,5 лет. Ее ход контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский. Ее кульминацией стал вылет ударных дронов из прицепов большегрузных автомобилей, подъехавших к авиабазам. Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку, которая нанесла удары по целям, находящимся на расстоянии до 4300 километров от линии фронта войны, блестящей. По данным СБУ, ущерб от операции составил $7 миллиардов, а 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах России были сбиты. Независимые наблюдатели оценивают результаты украинской атаки более скромно и говорят примерно о 10% уничтоженного авиапарка стратегического назначения. Так или иначе, западные аналитики оценивают потери российской авиации по меньшей мере как очень существенные. По их мнению, атака на авиабазы продемонстрировала к тому же уязвимость крупных военных объектов, находящихся на российской территории. Отмечу, что операция готовилась более 1,5 лет. По словам Владимира Зеленского, она нанесла ощутимый ущерб России. Официальные комментарии России касательно потерь в ходе атаки Украины не затрагивали цифры потерь, однако Bloomberg со ссылкой на источники в Москве сообщает, что атака вызвала, цитата, «гнев и тревогу у Кремля из-за неожиданной уязвимости воздушного флота вдали от линии фронта». Кроме того, согласно исследованию Центра стратегических и международных исследований, опубликованному The New York Times, Россия потеряла до 1 миллиона военных убитыми и ранеными с 2022 года. Из них около 250 тысяч погибшие. Потери Украины оцениваются в 400 тысяч, из которых от 60 до 100 тысяч погибшие. Это делает войну в Украине самой кровопролитной для России со времен Второй мировой. Исследование основано на оценках США и Великобритании. Вы слушали военную сводку, подготовленную аналитической службой «Радио Вашингтон». Президент Украины Владимир Зеленский вновь предложил Владимиру Путину личную встречу в любой день, начиная с понедельника. Возможные площадки – Стамбул, Ватикан или Швейцария. Однако он настаивает, что перед встречей должно быть прекращение огня. Путин отклонил идею переговоров с его участием, заявив, цитата, «просит о встрече на высшем уровне, но как же ее проводить в условиях, когда совершаются атаки на гражданские объекты?» Это была цитата с заседания правительства России. Он назвал украинские удары террором и предположил, что перемирие будет использовано для, цитата, «накачки оружием и мобилизации». Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным 4 июня заявил, что Россия готовит операцию возмездия за атаку со стороны Украины. Этот пост появился в True Social в середине дня в среду, 4 июня, а позднее этот пост был удален. Кремль информацию об операции возмездия не комментировал. Между тем, стороны договорились о новом обмене пленными, который может состояться уже в эти выходные. Представитель России на переговорах Владимир Мединский заявил, что Россия готова передать до 1200 пленных. Зеленский подтвердил готовность Украины также передать России российских солдат. В рамках обмена ожидается также передача тел погибших. Зеленский ранее также раскритиковал представленный Россией меморандум, назвав его, цитата, «ультиматумом и недоразумением». Напомним, что среди требований Москвы признание аннексии украинских территорий и нейтральный статус Украины. Перейдем к международным новостям. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что удары Украины по российским стратегическим аэродромам повышают риск эскалации. Он назвал операцию смелой, но предупредил, что такие атаки затрагивают элементы ядерной триады России. После российских ударов по украинским городам в Вашингтоне все чаще говорят о возможности ужесточения санкций в отношении России. Подробности о том, что происходит, в аналитической справке «Радио Вашингтон». Сенат США готов буквально в ближайшие недели начать работу над законопроектом об ужесточении санкций в отношении России. Спонсорами этого законопроекта стали 82 сенатора из 100 от обеих партий. Впервые за свой второй президентский срок Дональд Трамп столкнулся с тем, что Сенат, в котором большинство
большинство имеют его однопартийцы, пытаются проявлять внешнеполитическую инициативу. В марте Трамп заявил о возможности снятия части санкций в отношении России. Но уже в мае Трамп, явно разочарованный действиями Путина, заявил, что может подумать о введении новых санкций. Одновременно заметно изменилась риторика президента и его сторонников. Раньше они повторяли, что только Трамп способен положить конец войне России с Украиной. Ныне Трамп, некогда обещавший закончить войну за 24 часа, подчеркивает, что это не его война, и при отсутствии прогресса на переговорах он может отказаться от миротворчества, заняться другими делами. Сенаторы-республиканцы говорят, что не хотят мешать мирному процессу, который стал одним из важнейших внешнеполитических проектов 47-го президента США, и будут согласовывать с Трампом работу над этим законопроектом. Напомню, без помощи президента законопроект не может стать законом. Пресс-секретарь Белого дома объяснила позицию Трампа так: он использует санкции тогда, когда будет нуждаться в них. Однако республиканцы не единодушны в отношении российских санкций. За их ужесточение выступают традиционные консерваторы, но некоторые видные активисты крайне правого крыла МАГА, напротив, заявляют о необходимости отмены санкций и срочного улучшения отношений с Россией. Опрос Харрис Полл, проведенный в середине мая, показал, что большинство, 62% американцев, выступают за продолжение санкционирования России. Так считают 7 из 10 сторонников Демократической партии и 6 из 10 республиканцев. Законопроект в его нынешней форме предусматривает введение санкций в отношении крупнейших торговых партнеров России, закупающих у нее энергоносители и уран. В президентство Джо Байдена США регулярно согласовывали свои санкционные меры с Евросоюзом, Канадой и Великобританией, но в настоящий момент речи об этом не идет. Точно неизвестно, когда сенаторы смогут начать работу над новым санкционным пакетом. Сенат сейчас занят принятием крупнейшего налогового законопроекта, который является приоритетом и для законодателей, и для Белого дома. Напомню, что после начала открытого вторжения в Украину Россия стала безоговорочным мировым лидером по количеству введенных в ее отношении санкций. Различные государства ввели в отношении России более 20 тысяч различных санкционных ограничений, в том числе США более 7 тысяч. Вы слушали аналитическую справку радио «Вашингтон» о возможности ужесточения санкций в отношении России. И в продолжении темы стало известно, что глава Пентагона Пит Хексет впервые пропустит встречу формата «Рамштайн» по поддержке Украины. С подробностями о том, что это значит, и последними новостями о встрече министров обороны стран НАТО, автор телеграм-канала «Брюссель подслушано» Валентина Васильева. Это уже 28-я встреча контактной группы по обороне Украины и первая, на которой ни в каком виде, ни лично, ни онлайн не присутствовал глава Пентагона Пит Хексет. В прошлый раз он участвовал на встрече по видеосвязи. На этот раз, сославшись на плотный график, не подключился даже так. При этом на завтрашнюю встречу министров обороны стран НАТО Хексет в Брюссель все же приедет. Однако, опять же, не примет участие в Совете Украина-НАТО, на котором будет присутствовать Умеров и Кая Каллас. Отсутствие министра обороны США, которые раньше возглавляли контактную группу, вызвало много вопросов у журналистов. На пресс-конференции перед встречей генсек НАТО Марк Рютте поспешил успокоить. Это ни о чем не говорит. США будут представлены сегодня. США полностью привержены НАТО, полностью привержены нашим общим усилиям, когда речь идет об Украине. Нет никакой причины сомневаться в этом. А что касается того, кто и когда участвует в таких встречах, давайте не забывать, что эти встречи проходят в Европе, так что у американских официальных лиц не всегда будет возможность принимать в них участие. Напомню, что бывший глава Пентагона Ллойд Остин всегда лично участвовал во встречах, либо, когда не мог по состоянию здоровья, подключался онлайн. На этот раз представлял США на встрече контактной группы по обороне Украины постпред США при НАТО Мэтью Уитакер. Перед началом встречи он заявил журналистам, что США пока не принимают никаких решений о будущей поддержке Киева и сейчас сосредоточены на переговорах и на том, чтобы положить конец боевым действиям. США рассчитывают, что в вопросе военной поддержки лидирующую роль будет играть Европа, подчеркнул он. Впрочем, это уже происходит. Контактную группу на этот раз возглавляли министр обороны Германии Борис Писториус и министр обороны Великобритании Джон Хилли. Оба заявили, что союзники будут увеличивать помощь Украине и считают, что Россия не сможет достичь своих целей в этой войне. О новом пакете военной помощи на сумму 400 миллионов евро объявили Нидерланды. В него войдут корабли, катера и морские дроны.
Это очень важно, потому что мы действительно видим, что российская угроза в Черном море также вокруг Херсона и на Днепре увеличивается. Поэтому Украине очень важно защитить себя. И, конечно, мы готовы поддерживать Украину в вопросе свободной навигации и поддерживать свободное передвижение по торговым морским путям. Накануне встречи Великобритания объявила о выделении 416 миллионов евро на поставку Украине 100 тысяч дронов, а также дополнительные средства на обучение украинских солдат. В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны контактной группы вместе могут удвоить свои усилия по поддержке Украины. Мы будем работать над предложениями по совместным проектам. Это позволит нам совместно справиться с задачами, которые кажутся слишком большими для отдельных стран. Эти предложения также укрепят партнерство между украинской оборонной индустрией и оборонными индустриями ее союзников. На прошлой неделе в Берлине мы согласились с тем, что Германия предоставит финансирование для дальнобойных ракет, которые будут собираться в Украине. Таким образом, мы выполняем нашу задачу укрепить украинские возможности и оборонные, и индустриальные. По словам Хилли и Писториуса, министр обороны Украины Рустем Умеров и президент Владимир Зеленский, который выступал перед собравшимися по видеосвязи, покидают эту встречу контактной группы с уверенностью, что у Украины много друзей, и они продолжат поддерживать ее столько, сколько потребуется. Однако такой уверенности не скажешь про членство Украины в Альянсе. В четверг здесь, в штаб-квартире НАТО, состоится встреча министров обороны стран Альянса. На ней будут обсуждать подготовку к саммиту в Гааге, по поводу которого у журналистов по-прежнему много вопросов. Приглашен ли на него Владимир Зеленский? Приедет ли он? В каком формате будет участвовать? На эти вопросы Рустем Умеров ответить по итогам Рамштайна не смог, отметив, что это не его сфера. В свою очередь, генсек НАТО Марк Рюте заявил, что Украине отправили приглашение на саммит в Гааге, однако в каком формате не уточнил. Программа будет позже, заявил он. Сегодня, 4 июня, в Украине вспоминают детей, погибших и пострадавших в результате вооруженной российской агрессии. Этот день установлен Верховной Радой в 2021 году и совпадает с Международным днем невинных детей, жертв агрессии. Подробности в материале Нины Вишневой. 4 июня в Украине не просто дата. Это день, когда вместо детского смеха звучат слова скорби. День, который в календаре Украины стал символом самой большой трагедии – утраченного детства. С начала полномасштабной войны, по официальным данным Офиса Генерального прокурора Украины, погиб по меньшей мере 631 ребенок. Почти 2000 детей получили ранения. И еще 2244 ребенка числятся пропавшими без вести. И это только те случаи, которые удалось подтвердить. Точное число погибших до сих пор неизвестно из-за отсутствия доступа ко временно оккупированным территориям. Трагедии в Мариуполе и других разрушенных городах еще предстоит раскрыть. Министерство обороны Украины приводит сообщение главы ведомства Рустема Умерова. Он назвал происходящее преступлением, которое не должно быть забыто. Ответственность за гибель детей должны нести все, от тех, кто нажимал кнопку пуска ракеты, до тех, кто отдавал приказы. Сотни украинских детей были насильно вывезены в Россию и на временно оккупированные территории, без согласия родителей, без документов. Им навязывают чужую культуру, запрещают говорить по-украински, меняют имена, лишают национальной идентичности. Парламентская ассамблея Совета Европы признала насильственный вывоз украинских детей актом геноцида. В 2023 году Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в военном преступлении, незаконной депортации детей с оккупированных территорий. Но даже под международным давлением Россия продолжает нарушать права несовершеннолетних. По официальным данным, на сегодняшний день удалось вернуть лишь 388 украинских детей. Во время второго раунда переговоров в Стамбуле Украина передала российской стороне список с сотнями имен депортированных детей. Украинские СМИ приводят слова министра обороны Рустема Умерова о том, что возвращение хотя бы части этих детей стало бы шагом навстречу миру. Если Россия действительно хочет мирного решения, возврат хотя бы половины детей из этого списка был бы важным сигналом.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубенец написал у себя в соцсетях. Детство украинских детей разрушают российские ракеты, попадающие в игровые площадки и жилые дома. За каждой цифрой имя, улыбка, любимая игрушка, мечты о будущем. Сохранить принципы гуманности невозможно, если убийство детей сходит с рук. Украинский омбудсмен призвал усилить давление на Россию. Как подчеркнул Дмитрий Лубенец, в память о каждом погибшем украинском ребенке должна звучать солидарность со стороны международного сообщества, от Европы до Америки, чтобы Россия несла ответственность за содеянное. Вы слушали материал Нины Вишневой о детях, которых Россия убила в Украине. На этом все. С вами был Алексей Горбачев. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал «Радио Вашингтон» и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи!